Многострадальная нефтебаза в Пролетарске наконец-то догорела. Она начала гореть еще 18 августа после атаки беспилотников. Тушили пожар более 2 недель спасатели и даже 2 священника. С вами Нехта. Самое важное и интересное на этот час. Дети пошли в школу, а армия РФ снова обстреливала мирные города. В Сумах почти 2 десятка пострадавших, в том числе и дети. В Києві горел Исламский культурный центр. Намагається виснажити сили і засоби протиповітряної оборони навколо столиці. Российский диктатор провел пропагандистский разговор о важном в самом бедном регионе страны, Республике Тыва. Похвастался, что его некие малые родственники учат китайский. Члены моей семьи говорят также маленькие на китайском языке. Говорят свободно. Массовые протесты в Израиле после новостей о смерти 6 заложников. Сотни тысяч вышли на улицы. Это правительство заботится только о себе и не заботится ни о заложниках, ни о семье, ни о народе Израиля, который хочет, чтобы все вернулись к нормальной жизни. Дорогие подписчики, я все вижу, вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас, ну или чуть позже, главное об этом не забыть. Так, наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей, ну а мы врываемся в новости. Очередная массированная атака на Украину. Минувшей ночью воздушным силам ВСУ удалось сбить 9 баллистических ракет, 13 крылатых, а также 20 беспилотников. Одним из наиболее пострадавших городов стала столица Украины. В Киеве, как известно, на момент записи выпуска пострадали 3. В Святошинском районе из-за обломков ракеты загорелись 4 машины и складское помещение. Поврежден один из входов в метро. В Шевченковском районе тоже возник пожар. В Голосеевском обломки ракеты упали на корпус котельной. Повреждено здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Крыма. Кроме того, в 2 школах города выбиты стекла. Атака оккупантов была комбинированной, чтобы максимально истощить ПВО. Намагається виснажити сили і засоби протиповітряної оборони навколо столиці, тому дуже часто ми спостерігаємо комбіновані атаки. Тобто спочатку йдуть в кілька хвиль ідуть шахеди, потім можуть бути крилаті ракети, і під час того, як крилаті ракети якраз заходять на столицю, ще додається і балістика. 18 человек пострадали после ночной атаки на Сумы. Среди них 7 детей. Такие данные известны на момент записи выпуска. К счастью, обошлось без погибших. Пыль пошла, удар, зазвенело стекло. Россияне ударили ракетой по учебному учреждению в Сумах. В здании посреди жилого микрорайона расположен областной центр социально-психологической реабилитации детей, а также детский дом. Витягуйся, дивися, щоб ніде тлення не було. Повреждены 10 многоэтажек. На базе одной из школ создали оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Волонтеры организовали питание для жителей пострадавших домов. Не спалось минувшей ночью и россиянам. Белгород и область подверглись атаке беспилотников. Сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. От падения обломков пострадали несколько зданий и детский сад. Прям в крышу садика расхерячило. Просто в хлам. Вот школа, а вот садик, который перед школой. А вот его крыша. Школы города перевели на дистанционное обучение, а часть из них совсем закрыли. А в Минобороны РФ отчитали, что сбили 2 беспилотника над Белгородской областью и акваторией Черного моря. О последствиях этого сбития Гладков рассказал на утро. В Белгородском районе в поселке Дубовое ранен мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга бригада скорой доставила в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В Белгороде есть прямые попадания в 1 социальный и 1 коммерческий объекты. В 2 частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли, поврежден 1 легковой автомобиль. На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили тела всех погибших. МЧС России сообщила о завершении поисковой операции. Спасатели нашли тела 22 погибших, среди которых 19 туристов и 3 члена экипажа. Их доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания.
Телеграм-канал «Нехта» сообщал, вертолет Ми-8 потерпел крушение утром 31 августа. Среди пассажиров был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена. Органам предварительного следствия рассматриваются две основные версии крушения вертолета. Техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Расследование продолжается. Российский диктатор провел пропагандистский разговор о важном в самом бедном регионе страны – Республике Тыва. Это первый визит туда Путина за 10 лет. Республика, как минимум с 2019 года, лидирует в антирейтинге качества жизни, сообщают российские СМИ. На больше трети населения там живет за чертой бедности. Великий геостратег, который привел войну уже и на свою территорию, заявил, Россия думает о школьниках в приграничье, которые вынуждены заниматься онлайн. И военные сделают все, чтобы их нормальная жизнь восстановилась. Хотя для этого одному диктатору нужно всего лишь убрать свои войска с чужих территорий. Так что все ваши близкие люди, все родственники, все друзья, знакомые, старшие, значит, отцы, братья и так далее, старшие братья, отцы, они выполняют важнейшую государственную миссию по защите Отечества. Меж тем, как от столицы беднейшего региона Кызыла до Киева 4000 километров. И, очевидно, это самый надежный способ для тувинцев заработать деньги. Других способов у Путина для них не нашлось почти как 30 лет в власти. Тем временем, как своих непризнанных детей, ну или внуков, он готовит к жизни в Китае. Члены моей семьи говорят уже маленькие на китайском языке. Говорят свободно. Вот. Но это не значит совсем, что мы должны забыть там свой интерес к английскому языку. Английский язык – это великий язык. Темой пропагандистского урока диктатора меж тем стал образ будущего России. Подобной пропагандой пудрили мозги детям в первый учебный день по всей России. Как вести себя родителям, рассказала историк Тамара Эйдельман. Надо сесть и сказать: так, я от тебя ничего требовать не буду. Я не буду тебя гнать на баррикады. И я не буду от тебя требовать трусости. Но давай мы с тобой обсудим. Вот ты понимаешь, если ты будешь говорить это, ты понимаешь риски. Вот давай вместе поймем. Если ты решишь резать правду матку, говорить все, я всегда буду на твоей стороне. Хотя мы понимаем, как мы все рискуем. Если ты решишь молчать, я тоже понимаю эту твою позицию, я буду с тобой. Вот мне кажется, сейчас всегда невероятно важно, чтобы родители были на стороне ребенка. Но сегодня, когда вот этот раскол жуткий, это очень важно. И не только потому, что его надо поддержать, а потому что это человеческие отношения. Это то немногое, что мы можем противопоставить этому людоедскому государству. В нескольких городах Израиля 500 000 человек вышли на акции протеста после гибели 6 заложников в Газе. Они требуют немедленно прекратить огонь и вернуть заложников. В Тель-Авиве митинги переросли даже в столкновения митингующих с полицией. Правоохранители применили водометы и шумовые гранаты. В Тель-Авиве также полиция задержала около 30 человек. Некоторые протестующие требовали отставки израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это один из самых крупных протестов после 7 октября 2023 года, когда боевики Хамас напали на израильские поселения на границе с сектором Газа. Протесты обещают продолжить и в ближайшие 2 дня. Мы очень огорчены и очень рассержены нашей властью, которая заботится только о своем положении. Она не заботится о заложниках. Она ничего не делает для того, чтобы освободить их. Сделка должна была быть подписана давным-давно, и эти люди, как и многие другие, могли бы быть спасены. Это правительство заботится только о себе и не заботится ни о заложниках, ни о семье, ни о народе Израиля, который хочет, чтобы все вернулись к нормальной жизни. Пророссийские силы побеждают в Германии. Канцлер Олаф Шольц уже назвал результаты местных выборов в Тюрингии и Саксонии тревожными. Там победила популистская партия «Альтернатива для Германии». Она может стать
Первой ультраправой партии, которая получила большинство голосов на региональных выборах в Германии со времен Второй мировой войны. То, что АГД станет довольно сильной, было вполне ожидаемо. И теперь вопрос в том, как будет сформировано правительство. Я надеялась, что альтернатива для Германии получит больше. По крайней мере, ХДС, похоже, лидирует. Остальные выглядят печально. Даже если другие партии не дадут альтернативе для Германии возможности войти в правящую коалицию, она сможет существенно влиять на законодательное решение, говорят эксперты. АДГ против поддержки Украины, за умиротворение России и диалог с Путиным. Шольц тем временем призвал создать в Тюрингии и Саксонии местное правительство без представителей этой партии. Еще один интересный момент, который стоит учтить. Вот, например, в Саксонии на первом месте оказалась Христианский демократический союз. И это, по сути, проукраинская партия. Они тоже критикуют канцлера Шольца, например, за то, что он не поставляет крылатые ракеты Таурус в Украине. Однако именно в земле Саксонии глава этой партии, и текущий премьер-министр этой земли Михаил Кречма, он тоже лоббирует против санкций, выступал против поставки танков и тоже считает, что поставка оружия приводит только лишь к эскалации. Поэтому можно сказать, что это просто очень популярная позиция среди жителей Восточной Германии, что вне зависимости от политической идеологии очень много людей являются именно сторонником того, что надо с Россией договариваться, и что больше Запад несет ответственность за то, что происходит в Украине. На этом у меня для вас вся информация. Спасибо, что поддерживаете нас материально. Постоянных донаторов вы видите сейчас на своих экранах, поэтому становитесь спонсорами. Нажимайте кнопку «Супер спасибо» под видео. Все виды поддержки в ссылке в описании под этим роликом. Также призываю вас пользоваться VPN. Статья «Как именно вы можете это сделать» по ссылке в описании к этому видео. На этом все. До новых встреч!